Прикольная тема в Тесле. Под капотом нет двигателя. А это значит, что свободное пространство можно использовать под разные полезные штуки. Что-то большое и важное сюда не положишь, но пакет с едой запросто влезет. Привет на канале BeTesla, меня зовут Паша, и сегодня мы расскажем, как сделать Теслу еще комфортнее. Y прекрасная машина, но очень не хватает простой вещи. Электропривода капота, который бы не только открывал, но и закрывал его. В грязную погоду, когда машина не первой свежести, закрыть капот руками значит испачкаться. Кроме того, если следовать инструкции, то ощутимо проминается металл и наверняка остаются царапины от рук и от грязи. Хорошо, что китайцы смастерили решение, которое мы сегодня и установим. С автоматическим приводом капота, он же Power Frunk, я смогу не только открывать, но и закрывать капот с мобильного приложения на iPhone и Apple Watch, с экрана в салоне и даже с Tesla ключа машинки, если бы он у меня был. Погнали к Андрею. Всем привет! У нас сегодня на установке комплект Satonic, он же Hans Show. Это электропривод переднего багажника Model Y. В комплектности у нас есть главный управляющий модуль 5-й версии, сам мотор, который управляет защелкой, резервный тросик, которым можно открыть капот в случае потери машины питания. И самое главное, электроприводы самого капота и комплект проводов. Сейчас мы это все будем устанавливать. Здесь вот стоит, я думаю, типа HEPA-фильтра, который от смога, не знаю, закрывает. Потому что в американских машинах его нет. Нормальный такой фильтр. Причем, смотри. 4 фильтра. Вот смотри. Это начнем мы с этих амортов, потому что на них просто можно угробить, я не знаю. Ты говоришь, я чем могу помочь? Нет, помогать поддержать, не надо будет. подкрутить. Если ты отпустишь, у тебя может перекосить капот, и потом мы эти зазоры не убираем. Ну давай, это очень не хочется. Отпускай. Давай технологично поступать. Поставим швабру. Нет, нормально. Все. Самая тяжелая часть работы, потому что здесь стоят скрытые петли. Это прекрасный правый амортизатор, который предстоит Левый. снять. Правый. Ну, правый для нас, левый изнутри, да. Следующий, самый трудоемкий этап из всей этой установки. Нам нужно снять два болта, которые, справа и слева, которые держат штатный амортизатор. Вот он. То есть с этой стороны, с правой пассажирской, он снимается достаточно легко, а вот с левой там совсем тяжело. Значит, что мы сделали? Мы не стали на левой водительской стороне, мы не стали отщелкивать вот эту скобу и просто выкрутили этот болт, потому что он здесь вращается. Мы просто его выкрутили, потому что туда вы не подлезете, вы ее не подцепите, эту скобу, вы снять ее не сможете, только выламывать. И будем мы его менять вот на такую скобу, которая уже будет держать электропривод. Плюс она имеет здесь такие выемки, которые упираются в кузов и не дадут ей перемещаться, смещаться. То есть это будет такая достаточно надежная конструкция. Вот. В комплекте идут два комплекта болтов. Вам для вот этих скоб вам нужны те, которые имеют скошенную шляпку. Вот. И скоба устанавливается вот таким образом. То есть снизу она упирается в кузов, и здесь она упирается в перегородку между водителем и этим отсеком. Вот так вот. Не по-другому. Важный момент подготовки, установки электропривода. Вот эти вот отверстия должны быть противоположны. То есть они должны быть не в одном направлении смотреть, а нижняя в таком, а другой на 108, верхняя на 180 градусов на противоположную. Также важный момент, в инструкции так себе плохо это сказано, значит, проводом вниз ставится. Мы зафиксировали сейчас нижнюю часть, защелкнули ее. Сейчас наша задача защелкнуть изнутри вот этой вот петли
Проще это делать, используя отвертку. То есть там есть маленький язычок. Вот мы его сейчас сверху зацепим чуть-чуть. И оденем вот так вот. Значит, первое, о чем говорит инструкция, необходимо поставить метки напротив болтов и на корпусе, да, для того, чтобы вы знали, как стоял ваш штатный замок. На что это влияет? Это влияет только на зазоры капота и крыла, ну и передней части бампера. Поэтому в идеале, конечно, лучше их зафиксировать, запомнить. Это можно сделать насечкой, а также можно сделать, используя малярный скотч. То есть обклеивается вот эта часть и дальше потом просто вставляется. Мы просто поставили маленькие метки и будем их использовать в дальнейшем для выставления зазоров капота. У нас есть штатный замок, который мы открутили. И есть вот эта накладка с защелкой, которая от комплекта электропривода. Ставится она следующим образом. Мы ее накладываем вот так вот, вот сюда. Здесь будет у нее срабатывать такая собачка своя. Вот, и он будет понимать положение, закрыто или нет. Дальше мы берем, держим руками, переворачиваем этот комплект, уже собранный. Нам нужно одеть вот эту маленькую собачку вот на это место, предварительно сняв шток пружины. Дальше самая сложная часть — одеть шток пружины обратно. Давай это сделаем вот так. Эти короткие зацепить сначала, потом двинуть. Да, конечно, так и делаем. Есть. Должна получиться вот такая конструкция. Все, дальше одеваем все в обратном направлении и будем пробовать уже ставить блок, монтировать провода и тестовое подключение будем делать. При установке накладки, когда вы будете монтировать замок обратно, вот эта часть с тросом будет упираться у вас в телевизор. И вся эта часть будет прилегать неплотно. Для того, чтобы это исключить, китайцы кладут в комплект новые болты, шайбы, но как точно их ставить и в каком количестве, они не говорят. Поэтому мы это будем делать методом проб и ошибок, просто чтобы у нас не терлась вот эта часть об телевизор, и все. Я думаю, этого будет достаточно. Сильно оттягивать не надо, потому что защелка капота имеет определенную длину. Если мы сильно очень оттянем это от телевизора, то она будет упираться, не будет закрываться. Устанавливаем болты замка новые. В комплекте идут новые, более длинные болты. Снаружи ставим шайбу номер 1. И дальше берем одну металлическую и одну пластиковую шайбу. И ставим ее к телевизору. И дальше пробуем это все собрать в кучу. Вот приблизительно вот таким образом. В этом случае ничего не мешает, у нас здесь зазор появляется несколько миллиметров. И нам хватает так, чтобы замок работал и скоба закрывал. Сейчас мы его будем выставлять и будем выставлять зазоры, когда подключим электрику. Здесь есть две регулировочных гайки, которыми двигается натяжение троса. Натяжение троса отвечает вот за эту собачку. Если вы сильно натянете эти две гайки, то у вас собачка будет торчать и будет выпирать сюда, и будет мешать защелке капота входить в это отверстие. Поэтому, если у вас с завода пришли гайки в каком-то положении, там, и вы не знаете в каком, лучше выкрутите полностью до конца, так, чтобы он был максимально свободный ход у него. Важным элементом безопасности является ручной тросик открытия капота в случае потери машины питания. Например, если вы оставили очень на долгую стоянку и потом у вас не открывается капот. По инструкции он выводится под капотом в районе пассажира, да, так, чтобы можно было там из-под резинки залезть. Но в наших условиях нашей зимы, когда лед, снег, подлезть туда практически нереально будет, поэтому используются другие места, но можно сделать, например, как делается на Model S, использовать места в арках, вот, например, вот там. Либо вы можете поставить в любое это место, которое вы сами будете знать, поэтому по вашему усмотрению. Трос безопасности устанавливается на накладку, которая идет в комплекте с электробагажником, с электрокапотом. Вот, здесь есть такое место.
Мы туда вот так вот защелкнем. Вот, она защелкнулась. Вот, мы сняли сейчас штатный тросик, просто для того, чтобы показать наглядно, куда она устанавливается. Сейчас мы поставим штатный трос, также его зафиксируем. И все это выводится на штатную защелку вот в это место. Сейчас, секундочку. Чуть-чуть мы ее нажмем. Так, одну поставили. И это ставится рядом. Самый важный момент. Страховочный тросик ставим после штатного тросика. Это очень важно. Потому что если вы поставите сначала страховочный, а потом вот этот вот, то у вас капот будет закрываться не до конца и будет щель. Замок будет срабатывать не полностью. Поэтому устанавливаем страховочный вот таким вот образом. И потом мы еще их вдвоем стянем вот этим пластиковым хомутом. Следующим этапом мы будем подключать питание для того, чтобы понять, сколько проводов у нас есть и где нам зафиксировать основной блок. Скидываем крышку, плюс накинем вот на эту клемму. Это мы ее сейчас чуть-чуть раскрутим. Полностью снимать не нужно. Берем плюсовую клемму и просто чуть-чуть ее подставляем. Второй этап — это подключение минуса. Мы его возьмем вот отсюда. Здесь уже подключены какие-то провода минус, поэтому я думаю, что это идеальное место будет. Да, все получилось. И закручиваем в обратном направлении. Начинаем подключать все коннекторы, которые идут в комплекте. Начнем с замка штатного. Для этого мы снимем штекер. Вот он так вот идет, мы его сняли. И дальше в разрыв к нему подключаем провода из блока. Так, фиксируем здесь. Готово. Дальше, второе. Подключаем штатный концевик, тоже в разрыв. То есть подключаем из комплекта к замку. И от провода подключаем вот сюда. Вот таким вот образом. Следующее, что мы подключаем, это моторы. Последовательность левый-правый не имеет никакого значения. В любом порядке. Так, на накладке, которая идет с комплектом, есть свой отдельный концевик. Наша задача подключить этот концевик тоже отдельным штекером. Вот так. Изначально подсветка и кнопка подключена вот такой вот гофрированным штекером. Мы его не будем больше использовать, мы его берем, привяжем. И вместо него будем использовать тот, который идет из комплекта. Он также будет подсвечивать эту кнопку. Все остальное мы подключено. Мы сейчас будем тестировать и будем выставлять зазоры капота. Важным этапом после подключения всех коннекторов является выведение тросика в безопасное место. Потому что, не дай бог, что-то пойдет не так, вы потом просто не сможете открыть капот. Если здесь что-то сломается, зафиксируется, не дай бог, не так. Сейчас мы примеряем штатную защелку капота так, чтобы она ходила идеально по центру замка. И после этого будем уже примерять уже по зазорам. То есть самое главное сначала, чтобы она вошла идеально в центр замка. Потому что замок ходит как вверх-вниз, так и влево-вправо. Нужно выставить идеально. После тестирования мы вручную отщелкнули собачку. Вот, так, чтобы она ушла сюда. И в данном положении машина считает, что капот открыт, и у нас загорелась подсветка вот на этой кнопке. Это не только лампочка, но это еще и кнопка. Сейчас мы будем прямо при вас делать первое пробное закрытие электрокапота. Берем обезжириватель. Местом установки мы выбрали алюминиевый усилитель бампера и его левую сторону. В этом месте мы идеально установим электрический замок,
так как там находится телевизор, и он будет поджимать наш электрический замок так, чтобы он вообще никуда не делся. На мой взгляд, это самое идеальное место, но вы можете поставить и по своему усмотрению. Сейчас мы попробуем все это смонтировать на двухсторонний скотч. Обезжириваем эти места, потом мы их сейчас нагреем феном. Обязательно тросом вниз, чтобы ничего не пережалось. Все. Вот это будет его место, а тросик мы зафиксируем. Теперь то же самое делаем с блоком управления. Еще разочек. Не, сейчас я еще погрею опять. Погрею. Так, все, мы наклеили двусторонний скотч на блок. Сейчас также приклеим его на усилитель бампера в центральной части. Как можно выше. Ну вот и все. Останется сейчас только зафиксировать всю электрику стяжками, пластиковыми хомутами, оставить все на место, и мы, можно сказать, закончили. Фильтра бывают двух типов. Бывает та стрелочка, которая показывает, что это верхняя сторона, а бывает стрелочка, которая показывает направление потока воздушного. Вот здесь вот написано просто, что стрелочкой вверх. Мы их так оставим. Самая торжественная часть — установка корыта. А вторая вещь, которую надо не забыть — вытащить провод подсветки и оставить его здесь. Вот так. Андрей, спасибо большое за прекрасную работу. Давай для наших зрителей резюмируем основные моменты, на что стоит обращать внимание, если человек решил сам установить автоматический привод переднего багажника. Значит, самая сложная часть это установка замка. Когда вы будете ставить страховочный тросик, обязательно его нужно поставить после замка. Но вы поймете, то есть там два троса ставятся в одну и ту же такую щель. Вот. То есть обязательно поставить тросик после, а не до, иначе капот не будет закрываться до конца. Второе — это регулировка самого замка. Третий момент, немаловажный, это натяжение тросика замка электрокапота, тот, который идет в комплекте уже с этим набором. Значит, там есть две регулировочные гайки. Если у вас эти гайки не отрегулированы или они болтаются с завода, обязательно их растяните в самое свободное положение, чтобы тросик у вас двигался свободно. Если вы это не сделаете или, допустим, перетянете в другую сторону, то когда капот будет закрываться, он будет упираться защелкой, уже натянутый замок, и вы можете повредить и замок, и моторы, и сам капот, так как он не очень жесткий. Поэтому обязательно тросик нужно, чтобы он был максимально расслабленный. Вот эти три основных момента. Все остальное это просто вот ставим, накидываем, привязываем, там, стягиваем, и все будет работать. То есть самое главное — это вот тщательная регулировка, на которую стоит просто потратить и уделить время. Передний багажник — это прекрасно, но наверняка что-то еще можно поставить на Y. Что делаете, что уже делал, что посоветуешь? Так как эта машина новая, у нее уже стоит электробагажник задний, то есть здесь это не требуется, но на Model 3 до 2021 года это тоже можно поставить. Также можно поставить так называемый kick-foot sensor, это когда вы махаете ногой под багажником, и он автоматически открывается. Ну, тоже такая функция есть. Дальше
самое удобное для владельцев премиум машин. Если вы пересели с дорогой машины, скорее всего, вам захочется доводчики. Доводчики есть на все модели. S, X, ну в X они в штате идут, S, тройка, Y, все делается. Дальше можно оснастить выезжающими ручками, когда вы просто пальцем нажимаете, ручка сама выезжает, и вы ее уже дергаете. И вы, ну, это гораздо удобней, и тише, и, ну, просто, да, стильная эстетика вот в таком плане. А так мы тщательно следим за новинками, которые делают в Китае, потому что они действительно очень любят Теслу. Они пытаются поставить на нее все, что только возможно, все, что есть в других марках. Последнее, вот они сейчас сделали, это автодвери, как на Model X, когда вы просто на ручку нажимаете на кнопку, и дверь сама выезжает, приветственно открывается перед вами, вы садитесь, нажимаете на педаль тормоза, дверь за вами закрывается. Это очень удобная функция. Сейчас она проходит стадию тестирования, то есть на какие-то машины мы уже поставили несколько экземпляров, но мы сейчас проходим вот тестирование как раз вот в холодную погоду. Звучит как отличный план апгрейда моей машинки в течение следующего года. Но я думаю, мы наметим какие-то действия на лето, чтобы там с шашлычком, с банькой, чтобы все хорошо. Чтобы можно было снять и на улице какие-то кадры там красивые. Я думаю, что мы будем заниматься этим вопросом, и на самом деле это интересно. И что немаловажно, что мы не влезаем в штатную проводку никогда. И то есть люди, которые переживают о том, что у них, возможно, там мы как-то вот, не знаю, внедряемся там или что-то нарушаем целостность проводки штатной, этого не происходит, потому что все комплекты подключаются отдельно, имеют свой блок управления, который никак не взаимодействует со штатным. То есть все остальные функции этот блок понимает от шины, либо с монитора. Все это не перепайка, не перепрошивка, да, никаких проблем с гарантией потенциальной, европейской, да, например. В Китае я у них спрашивал, обращался к ним, потому что в Китае Tesla официально продается. Я говорю, вот вы ставите вот все вот эти навороты на машину. Я говорю, у вас машины все гарантийные, да, говорит, мы ездим спокойно по гарантии, если у нас что-то это самое происходит. И нам ни разу не отказывали. И, ну, класс. Я думаю, что у нас будет то же самое, если когда-то мы надеемся, что Tesla появится у нас официально. Делаем все возможно. И невозможно. Да. Поэтому я думаю, все будет нормально. Никаких сбоев не было. По электрокапоту это фишка, которая уже ставится уже, наверное, год, как минимум, с начала появления троек и Y 2021 года. И ни один клиент еще не сказал, что у него там что-то барахлит или что-то сломалось. Поэтому это продукт, который, в принципе, must-have, он сильно облегчит вам жизнь. В плане, ну, трогать грязный капот руками каждый раз, ну, неприятно, да. Поэтому с кнопочки открыл-закрыл, положил вещи, пошел дальше. Я думаю, что это функция, которая нужна всем. Спасибо, Андрей. Я в описании к этому видео оставлю твои контакты. И я уверен, что если вопросы у зрителей возникнут, ты ответишь на них. Я отвечу, да, конечно. Спасибо большое. Все, спасибо.